Всех категорически приветствую, друзья. С вами Злой Кинг. Сегодня я решил записать вот такое домашнее видео. Сегодня не будет никакой еды, хотя, может быть, чуть попозже что-нибудь съедим. Значит, я на крыше своего дома. У нас, кстати, вот там красота уже. Зацвела уже вишня. Значит, кто еще не знает, меня зовут Лев. Я уже больше 8 лет живу в Южной Корее гастарбайтером. Я сам из России, родом из Сибири, родом с республики Хакасия. Сейчас я познакомлю вас еще с моим сожителем. Марлен, ты где, балбес? Ты зачем туда забрался? Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, не будь балбесом. Да иди сюда, не бойся. Че? Пойдем представимся. Что как скотобаза такая. Он просто у меня домашний кот, как бы я его не вожу на улицу. Вот будем мыться с тобой. Вот он, видите, вот этого балбеса. Ему уже 2 года 3 месяца. 4 месяца. Он вешает 8, чуть больше 8 килограмм, 8200 где-то. Мы любим покушать, как и хозяин, в общем. Так, зачем я вас сюда пригласил? Слушайте, вообще, я хочу маленько посадить всякой зелепушки. У меня просто есть доступ на крышу здания. Поэтому у меня есть вот такие ящички. Вот такой тазик. Так, вот такой тазик, вот такие ящички. У меня никогда не было доступа на крышу в Корее. Ну, это как бы, по корейским меркам, это, короче, роскошь. Так, еще у меня есть перчаточки. О! Где-то я брал перчаточки. Вот он. Сейчас мы оденем перчаточки. Что я хочу сделать? Я хочу это мешок земли, мешок компоста. Я хочу смешать землю с компостом и рассыпать в ящички. Так, на чем я остановился? Ну вот, я родом, значит, с республики Хакасия, Сибирь. Так. Значит, это у нас компост. Слушайте, я не профессор садоводчества, конечно. Воняет. Но кое-что, как говорится, кое-что знаю. Знаю, потому что у меня на родине всегда был огород. Либо у бабушки, потом у родителей уже. И я, как говорится, все равно, хочешь не хочешь, я принимал непосредственное участие в этом во всем. Так, почему у меня вот этот мешок с землей погрызанный? Потому что товарища, которого мохнатого, сейчас лысого, которого я вам показывал, кстати, мы подстригаемся, когда уже, вот сейчас уже весна, тепло. Мерлин, иди сюда, что ты ноешь? Ему очень непривычно. Я его вот на крышу только с собой беру. На улицу я его, конечно, не пускаю ни в коем случае. Так. Ну, что я думаю? Надо нам сделать где-то 70% земли и 30% компоста. Это все дело смешать. Здесь в Корее продаются вот так, уже с удобрением, в принципе. Уже полноценная почва. Так, еще, может, вот так. И теперь компост. Все, в принципе. Все это дело сейчас смешаем. Еще немного компоста. Компоста. Сильно много компоста не надо, потому что все сгорит нахрен. Ёб твою мать-то, блядь. Не прибило тебя? Что ты там перевернул?
Наслаждайся солнцем, природой. Мерлин, ты чё? Взял его с собой на крышу. Хватит ныть, блядь. Так, теперь что? Теперь надо засыпать это все сюда в ящики. Полить, да, полить водичкой. Так, а где семена? Так, сейчас я тебя загоню домой обратно. Запарил ты, блядь, нытик. Я тебя услышал. Так. Сейчас я, извините, ребята, я сейчас товарища этого загоню домой, потому что он сейчас мне изведет все нервы. И вернусь к вам. Пока этого придурочного загонял. Так, вот, что у нас есть. Знаете, что у нас есть? На распродаже я урвал клубнику. Клубнику. Смотрю, иду. И возле магазина, получается. Возле магаза бабульки, тетушки, бабульки там стоят, аж чуть ли не очередь. И что-то там палет, короче, и на палете коробки какие-то. И что-то они там вытаскивают, что-то суетятся. Я сквозь эти коробки растолкался. Смотрю, там клубника. Я говорю, а что, почем клубника? Ну, она такая, она уже маленько такая, как, типа, полежавшая, ну, без гнилых косяков. Сладкая, вкусная. И, короче, получается, один контейнер, сколько там один контейнер? Полкило, 500 грамм, наверное. Ну, вот такое количество, сколько, 2 штуки я съел. Получается, 3 таких контейнера, маном, 10 тысяч вон. Что, 600 рублей. Для Кореи это сказка. Нет, главное, блядь, на очко, чтобы не пробрала эта тема. И предварительно, кстати, я ее замочил в соде. Берете просто полную ложку соды с горкой, растворяете в воде, бахаете туда клубнику, и пусть она минут буквально 10-15 там полежит. Там всякие, если червячки там были, они туда выйдут. Проверенный, кстати, лайфхак. Ни разу не подводил. Так. Блин, у меня что-то только 3 ящика. Но я еще вот этот тазик, мне в принципе не нужен, я его дома не использую. В тазике еще бахну. Сейчас быстренько съедим клубнику с вами. В Корее уже вот я даже такой, в Корее весны как таковой, как будто, знаете, и нету. То есть зима, это просто когда еще холодно, когда ты еще в куртке ходишь. Потом буквально вот это все цветение, и потом раз, и все, и сразу лето. Вот, ну, для меня так. Но летом, конечно, лето это жара вот безумная. Знаете, вот примерно с чем сравнить? Сравню с... Вот затопили вы вечером, допустим, баню. Хорошенько так затопили. Там, ну, все попарились, да, семьей. И не стали открывать дверь на ночь. Закрытая баня, да? И с утра вы, допустим, входите в эту баню, чтобы там, ну, умыться, там, зубы почистить, да? Душ принять. В смысле, ну, там, помыться с утра, на следующий день. Она еще такая прям, ну, то есть, там еще, блядь, не то, что тепло, там еще душно, правильно? И вот такая погода в Корее, потому что максимальная влажность здесь.
И жара очень, очень херово переносится. Тридцатка на градуснике это прям уже ближе, как говорится, ближе уже к смерти. То есть, ну, в том плане, что очень тяжело это все вывозить. Мы, чтобы вывозить вот эту жару, мы пьем. Короче, я вам потом покажу как-нибудь таблетки. Или как они называются. Типа, короче, это соль. Сука, вот память дырявая. Короче, натрий, калий, вот эти все, как они, микроэлементы, которые, когда с потом, которые выходят. А вот эти таблетки пьешь, и меньше гораздо потеешь, и лучше жару переносишь. Они у нас 5 чоников стоят. Таблетки эти, ну, недорогие. На работе бесплатно даются. Потому что, конечно, летом работать. Ты и так херачишь физически. Еще духота такая лютая стоит. Бля, клубничка топовая. И она... Запах просто шедевральный. Вот запах прям как из теплицы. Сейчас уже нет. Но когда вот я ее нес, когда в контейнере она еще была, запах просто вот как, я помню, как в огороде. У нас в Сибири, она называется Виктория. Напишите, у кого... Здесь она называется клубника, типа. Клубника у нас называется, ну, маленькая, которая в полях растет. Мы называем ее. Вот я знаю, что разные названия чуть ли не у каждого региона в России. У меня в огороде вот такая штука росла, мы ее называем всегда Виктория. А клубника это такая, ну, дикая, очень сладкая, такая мелкая. В полях растет. У нас так. А земляничка в лесу растет, тоже мелкая, сладенькая. Так, отлично я справился с этой клубничкой. Значит, штаны, видите, штаны блатные. Это вот такие штаны тоже, они стоят 3 копейки. Летние штаны со всякими вот такими прикольными узорами. Как бы у нас в Корее вот это вообще нормально. Я в них работаю, допустим, в таких штанах. Взял их сразу там пар 5 разных. И все. Дышащие. Ткань такая легкая. И, ну, и растягивается нормально. На мою задницу как раз налезла, блядь. Так. Что нам надо? Я просто... Так, смотрите, что у меня есть из семян. Я люблю просто зелень. Я бы хотел, чтобы у меня росла зелень. Так, ну это кинза, кориандр мой любимый. Это ростки типа микрозелень, типа ростки этой, блядь, редьки, редиски. Это красная горчица и базилик. Я просто не хочу заморачиваться, там, вот это по одной там штуке их сажать. Это точно не моя история. Это по-любому не моя история. Так. Что мне надо сделать? Мне сейчас надо сначала полить, да? Полить, утрамбовать это все дело немного. Сюда можно земельки еще добавить. Тазик. Я говорю, тазик я этот использовать не буду дома. Пусть здесь что-нибудь растет тоже. Я вообще лоханулся, рассказать вам прикол. Я заказал, не посмотрел, думал, заказал землю. Сначала, и мне приходит просто вот этот мешок 20 килограмм с компостом. И я такой думаю, да пофигу, я в компост посажу. А мне матушка говорит, ты что, балбес, у тебя все сгорит. Я говорю, да? Ну я-то еще тот садовод-любитель. Я говорю, окей, понял. Я заказал вот обычную землю. Сейчас подразмешал все. Так, надо чем-то мне полить. Чем-то надо полить.
Так, вот здесь есть какая-то водичка. Вот отсюда бахнуть. Вот так подразлить все. Так, так, так. Так, сейчас надо это все перемешать, да, я так полагаю. Я говорю, садовод из меня еще тот. Так. Перечем мы это все перемешиваем, да? Так, если что, ящички у меня с этими, ну, дно с этими, с отверстиями. Так, ну все, вот так я перемешал. Теперь надо это все вот так утрамбовать, да? Утрамбовали. Я хочу семена вот так просто бахнуть сверху, а потом еще земельки, ну, подзасыпать. Так же нормально будет, да? Я думаю, будет нормально. Я думаю, будет хорошо. Так, теперь надо это. Теперь надо определиться, что куда пойдет. Так, вот здесь, блин, водички-то здесь на крыше нету, да? Хотя вот шланг можно, наверное, включать, что-то набирать. Бабуля здесь хозяйка всего этого строения. Наверное, набирает здесь что-то по-любому. Так, ну ладно. О, спина. О, моя спина. Я сразу вспоминаю огород. Я в детстве, помню, у меня было задание, допустим, на каждый день. Например, сегодня, допустим, прополоть грядку с морковкой, к примеру, там. Или прополоть грядку там со свеклой. Вот. И пока вот ты не прополишь, ты не пойдешь гулять. Не пойдешь там кататься на велосипеде. Такая тема, помню, была. Ну ничего, и как-то потихоньку, помаленьку оно все привилось. Вот это все садоводчество, огородчество. Это на самом деле это офигенная штука, земля. Вообще, я считаю, что с землей надо дружить, потому что, ну, это же, как говорит, наша земля, кормилица. Я думаю, все равно каждый человек к земле, как говорится, приходит. Кто-то вперед ногами, да? В том плане, что у меня родители только, сколько им было лет? В 2009 году только продали квартиру и переехали в частный дом. Дом на земле, в смысле. Это им было, что получается? Уже под 40, да? Под 40 лет. 40 лет только. Ну и в России, допустим, гораздо выгоднее с сегодняшними ценами, я так полагаю, что гораздо выгоднее садить и получать свежее свое, там, картошку, морковку, ну вот овощи, да, допустим, потому что в магазине ценники, ого-го. Марокко, конечно, да, но это же, слушай, это же типа как и фитнес, как можно, как агрофитнес воспринимать, правильно? Пошел, спинку погнул, там на коленочках постоял, там пополол. Не знаю, мне кажется, это все впрок. Вот у меня бабуля, дай бог ей здоровья, ей сейчас 88, нынче что ей будет? 88, да, и нынче будет. Нет, вру. 44-го года.
82, да, получается? Ва, математика. 44-го года. Сейчас 26-й. 82. 82 года нынче будет. В мае, 19 мая. Вот, и получается... И она, вот я не знаю, сколько уже лет она, постоянно в огороде, короче. И я вот, и мы все так тоже, ну, родственники, думаем, что вот не дай бог ей прекратить, короче, движение – жизнь. Это 100%. Пока вы двигаетесь, пока вы вот что-то делаете, чем-то занимаетесь, пока у вас есть какие-то вот цели, там, идеи, вы живете. Вы живете. Как только движение прекращается, как только вы там, как говорится, ручки-ножки свесили, там, ничего делать неохота, все, жизнь ваша либо вообще прекращается, либо очень сокращается. Ну, опять же, мое сугубо личное, мое мнение. Так, значит, что мы делаем? Мы, блять, надо все что где-то вытереть, помыть, ополоснуть. Сейчас, минуточку. Так, немного я это все дело ополосну. Так, вот здесь были ножнички, да? Ножнички. Так, ну вот этот тазик, наверное, я все-таки заполню моей любимой кинзой. Кинзу я обожаю. Кинза, она же кориандр. Я все-таки бахну сюда кинзу. Ну так по одной брать, там в лунки вот это садить, но это точно не про меня. Не-не-не, это не мой вариант. Вот так расхреначил все. Теперь семена вот маленько вот так, земелька мокрая, семена подприжал. Так. Все, семена уже, они впились, так сказать, в мокрую земельку. И теперь подзасыпем вот так, просто сухой земелькой. Да? Не толсто, чтобы вот так. И тоже подприжмем это все дело. Так, все, кинза есть. Дальше, это что такое? О, тут что вообще дофига. Это микрозелень. Что-то дофига, прям тут семян. Они прям как маленькая такая фасоль какая-то, ее упала. Вообще дофига ее прям. Охота сюда кинуть вместе с кинзой. Не, будем делать все отдельно. Блин, тут вообще сильно много. Я думаю, все не будем делать, потому что половину сделаем. Потому что что-то сильно дофига. Прям сильно дофига. Так тоже подприжмем это все дело. Распределим вот так. Садовод. Так, ну это, слушайте, если кто-то смотрит это видео для садоводчества, это не то видео, которое вам надо. Здесь, как говорится, дилетант. Так. Дальше что у нас? Так, это красная листья красной горчицы, короче. Так, листья красной горчицы. Сюда идем. Где вы? Как вы выглядите-то, хоть я упал? Ага, о, вообще мелкая. Вообще мелкая, ёлпал.
Блин, тоже много не будем, потому что ее дофига. Ну, такой маленький ящик. Блядь, не знаю вообще, что тут, что тут вырастет вообще. Неизвестно, что тут вырастет. Может быть, что-нибудь вырастет, а может и нет, да? Всякое бывает. Я думаю, здесь на крыше хорошо, здесь постоянно, как бы постоянно солнце. Я думаю, здесь все будет хорошо. Надо только поливать не забывать. Поливать, поливать. О, спинка. О. Так, и это у нас базилик. Базилик, ну тоже, кстати, тоже многовато как будто. Ну, если что, посадим 2 раза. А он что-то даже не хочет. Блин, вообще мелкий базилик, ёлы-палы, там, как черный тмин какой-то. Вообще мелкий. Не знаю, вообще он зайдет, не зайдет. Тоже маленько, еще маленько оставим. Базилик. Так. Ну и все. Че? Привет, как говорится, привет, ромашки. Все подровняли. Все сделали. Сверху же, я думаю, сверху поливать же не надо. Там земля мокрая была. Ну, в смысле, такая прям влажная, очень хорошо. Семечки туда, получается, подвоткнулись. Сверху мы присыпали слоем обычной земли. Она сейчас там, как говорится, ну, подсоединится, там, поднапитается тоже, да. Потому что сейчас, если водой зальешь, семена всплывут вместе вот с этой землей сухой. Правильно я мыслю? Я думаю, правильно. Все, нам это просто теперь надо где-то оставить. Так, а где у нас солнце самое? Ну, где-то вот здесь. Где-то сбоку поставить надо. Куда-нибудь вот сюда, что ли. Вообще тут, блин, тут вообще вот хорошо было бы здесь мне поставить столик, да, какой-нибудь. И, допустим, и кушать здесь, да? Классно же было бы. Вообще классно. Вообще классно было бы на самом деле. Кстати, я об этом подумаю. Здесь, кстати, хорошо, действительно. Напишите, слушайте, напишите в комменты мне, пожалуйста, дорогие друзья. Кстати, я думаю, там уже 2000 где-то, вот, может, на днях уже будет 2000 человек на ютубе. Мы сила. Вообще хорошо. Вообще отлично, комьюнити. Напишите в комментах. Стоит мне заморочиться вот здесь, чтобы что-нибудь, допустим, что-нибудь кушать по-домашнему? Дома приготовил, сюда поднялся, разложил, и типа сидишь, кушаешь и разговариваешь. Ну, в принципе, как вариант. Так, ну все, спасибо. Это было такое, чисто, знаете, экспериментальное видео. Просто чуть-чуть моей какой-то вот моей личной жизни чуть-чуть. Маленько, немного своего дома вам показал. Кусочек. Всех обнял. Всем пока. С вами был Злой Кинг Леон. Злой Кинг Леон, кстати, откуда это пошло? Это ник такой в игре у меня был еще. Злой Кинг Леон. Ну, как бы частичка правды здесь есть. Лев, мое настоящее имя Лев. В Корее я больше Лайон, то есть, ну, на английский манер, потому что у них там по буквам, у них не все буквы есть, сложно с произношением, просто Лев. Вот. Поэтому я думаю, вот такие моменты, если я буду снимать, домашние, да, не просто где-то в ресторане сидишь, кушаешь, а вот если именно такие моменты будут, то я вам буду рассказывать больше вот своей какой-то личной именно жизни. Да? Всех обнял. Пока-пока.